Его звали Александр Грейс, миллионер, владелец международной консалтинговой компании, коллекционер старинных картин и часов. Человек, в телефоне которого никогда не звонили случайные люди. Его дни были расписаны по минутам, встречи запланированы на месяцы вперед, а номер мобильного знали лишь несколько человек. В тот вечер он сидел один в своем кабинете в пентхаусе на Парк-авеню. В тишине, среди кожаной мебели, приглушенного света и легкого запаха дорогого шотландского виски. В окне отражался вечерний Нью-Йорк, ровный, холодный, бесконечно далекий. Вдруг телефон зазвонил. Номер был неизвестен. Он уже хотел отклонить вызов, но что-то внутри с едва ощутимое предчувствие остановило палец. Он нажал на зеленую кнопку. «Папа! Мама упала! Она не дышит!» Голос был детский. Девочка. Испуганная, захлебывающаяся от слез. Он замер. Это не было обычной ошибкой. В голосе звучала настоящая паника, живая боль. Он молчал секунду. Слишком долго. «Папа, ты слышишь?» Он не знал, что ответить. Он знал точно. У него нет детей. Он никогда не был женат, не имел семьи. Но что-то болезненно сжалось в груди от того, как она произнесла это слово. «Папа», с такой верой, будто и вправду звала родного. Он, наконец, заговорил. Спросил адрес. Девочка, всхлипывая, назвала. Улица Сомерсет, дом 12, район Бруклин. Он записал, не раздумывая, схватил ключи и выскочил в ночь. Дом оказался старым, обшарпанным, с облупленными стенами и тусклым светом редких окон. Дверь квартиры была приоткрыта. Он вошел, позвав. Из коридора выбежала девочка, лет 8, с огромными глазами. Она молча схватила его за руку и потянула в комнату. На полу лежала женщина. Глаза закрыты, лицо бледное. Он опустился рядом, проверил пульс. Слабый, но был. Он немедленно вызвал скорую. Остался с девочкой, пока не приехали врачи. Когда женщину увозили, девочка прижалась к нему, не отпуская его руку. «Ты не мой папа, да?» — спросила она шепотом. Он посмотрел в ее глаза. «Нет», — тихо сказал он. «Но ты правильно сделала, что позвонила». Позже выяснилось, она набрала номер по памяти. Тот, который слышала от матери, когда та в шутку говорила: «Если что случится, звони нашему ангелу-хранителю». Номер был случайный, с визитки, которую мать когда-то подобрала возле остановки. На ней был логотип и имя Александра Грейса. Он не ушел той ночью, а потом вернулся снова. Он навещал женщину в больнице, узнал, что ее зовут Лия Морган. Одинокая мать, 3 подработки, постоянная усталость и страх не справиться. Они жили на грани, без поддержки, без надежды. Он не сразу понял, почему остался рядом. Не из жалости и не из чувства долга. Просто в нем, в человеке, который имел все — власть, деньги, успех — наконец что-то загорелось. Что-то настоящее. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.